Масса весу не равна. Цитаты великих физиков. Вы когда-нибудь задумывались о весе Алекс Вэнс? Или знали о том, что красные бочки весят на 5 килограмм больше обычных? Да, в этот раз мы поговорим о массе в Source Engine и как с ней работать. Поехали! Итак, массу имеют несколько типов объектов. NPC, рэгдоллы, физические пропы и брашевые сущности, такие как FunFizzBox. Самое главное, на что влияет масса в Source Engine, это скорость и урон, наносимый им окружающему миру. Если речь идет об NPC, то, к сожалению или к счастью, данный фактор не работает на них так, как бы вы этого ожидали. Если сбросить его с высоты небоскреба, то он не пострадает. И более того, даже не вредит тому, на кого упал. И неважно, какая гравитация или высота. Для игровых движков, тем более тех лет, это обычная практика. Поэтому единственное, что вы можете сделать, чтобы имитировать смерть от падения у NPC, это убить его триггером при падении или в момент обрушения конструкции, внешней командой. Несмотря на то, что NPC не могут нести вред своим весом, они все-таки обладают им и могут влиять на игровой процесс. Например, в движке существует такая сущность, как фильтр-активатор Mass-Grater. С ее помощью, а также триггером, можно легко соорудить нажимную мину, которая будет срабатывать при нажатии на нее достаточным весом, как от NPC, так и от абсолютно любого объекта, имеющего необходимую массу. Или другой пример – использование лифта, который сломается при падении на него слишком тяжелого объекта. Но это мы забегаем вперед. Давайте пока поговорим о Ragdolls. В отличие от NPC, они не могут влиять на триггеры, проверяющие массу объекта, однако обычные вполне. Кроме этого, Ragdoll способен своим весом наносить урон как игроку, так и NPC, пробивать стекла и физбоксы. В отличие от NPC, всегда можно узнать и о весе рэгдолла, прописав в консоль две команды svMassReport или Developer1 nText. Это если смотрите на нужный объект, или nText и его имя, или nText и звездочка, чтобы увидеть вес всех физических объектов на карте. Если вы хотите изменить массу, то это не проблема. Есть целых два варианта. Первый – использование override параметров через запятую, а второй – с помощью внешней команды setMassScale или одноименной переменной в Хаммере можно задать множитель веса. Если, к примеру, мы знаем, что вес бочки 30 килограмм, то умножив его вдвое, в игре отобразится новое значение 60 килограмм. То же самое и в обратную сторону, 30 превратится в 15. Лимиты. Максимальная масса объекта в Source Engine 50 тонн, в то время как минимальное значение 100 грамм. 1 килограмм – это тот вес, который временно получают абсолютно все поднятые игроком или гравипушкой предметы. Это является ответом, почему бочка в руках не ощущается тяжелой, в то время как на голове она превращается в непосильную ношу. Если говорить о максимальной массе, которую можно поднять, то для рук это будет 35 килограммов. Это вес красных бочек. Да, Фримен не очень-то и сильный мужчина. Гравипушка же способна притянуть до четверти тонны. В режиме суперзарядки ограничений на вес она не имеет. А своим весом можно толкнуть объект массой до 3-4 тонн. Типы материала и размер объекта. Влияет ли это все на массу? Конечно! Перед вами 4 одинаковых физбокса, у каждого из которых отдельный тип материала. Стекло, дерево, металл и бетон. Иронично, что блок стекла будет весить в 5 раз тяжелее металлического, а дерево тяжелее их обоих. А еще ироничней то, что металлический блок упадет позже остальных. Но это только в том случае, если масса объектов будет определена автоматически. Если ее задаем мы, то все объекты с одинаковой массой рухнут одновременно, вне зависимости от типа материала. Размеры. Имея куб в 32 юнита, мы имеем массу около 781 килограмм. Как считаете, чему будет равен куб в 2 раза больше первого? Если мыслить логически, то такой куб состоял бы из 8 обычных, и их сумма бы совпадала с итоговой массой, но нет. Куб из 64 будет весить почти 6556 килограмм. что является суммой более чем 8 кубов.
Откуда берется лишняя масса? Если объект имеет излишне малую массу относительно своей площади, то и гравитация на него будет действовать слабее, чем нужно. А у объектов с огромной площадью вращение, как и ускорение после свободного падения, будут кисельными. И, к сожалению, с этим ничего не поделать. Вы, конечно, можете потыкать переменную PropData, но ощутимого эффекта это не даст. На сегодня это все. Если мы забыли о чем-то связанном с темой видео, оставьте комментарий, дополняющий нашу информацию. Ну и лайк. А пока-пока! Удачи, тамадачи!